Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня рецепт заготовки на зиму. Фасоль в банке. Эту фасоль я всегда использую, когда готовлю борщ. И если у меня борщ вегетарианский без мяса, тогда с такой заготовкой я борщ готовлю всего лишь за полчаса. Ну а если с мясом, тогда еще плюс время для варки мяса. Это рецепт моей мамы. Мамуля, я передаю тебе привет. Ты у меня большая молодец и умница. А еще моя мама делает очень вкусную засолку сала, и это будет мое следующее видео. Я уже сняла, как она это делает, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, давайте готовить. Нам понадобится фасоль, 1-литровая банка, это 800 грамм, морковь полкилограмма, очищенная уже, сладкий перец полкилограмма, очищенный, томатный сок 2,5 литра, сахар 150 грамм, соль 1 столовая ложка без горки, растительное масло 1 стакан рафинированное, уксус 180 грамм и горький перец 1 штучка небольшой. Фасоль хорошо промываю и заливаю холодной водой достаточно большим количеством, оставляю фасоль на ночь. Я ее замачиваю для того, чтобы она набухла, и на следующий день буду ее варить. Фасоль можно брать любую, белую, красную, у меня она пятнистая. Фасоль простояла ночь, она хорошо набухла, впитала много жидкости, отдала немного своего цвета. Поэтому фасоль теперь я буду отваривать, и на это понадобится меньше времени, минут 20. Сливаю воду, пересыпаю фасоль в большую кастрюлю, у меня 5-литровая, заливаю большим количеством воды и ставлю вариться на огонь. На максимум до закипания у меня это 9. Подготовлю овощи. Необходимо 500 грамм моркови, очищенной, поэтому сначала я ее очищаю и только потом взвешиваю. Также необходим сладкий перец 500 грамм. Можно брать любого цвета, красный, желтый, зеленый, либо смесь, у меня зеленый. Необходимо 500 грамм уже очищенного перца. Я не знаю, сколько это в неочищенном виде, поэтому я взяла 1 килограмм перца, помыла его, а дальше определю. Тем временем фасоль уже закипела. Шумовкой снимаю шум или пенку, кому как нравится. Убавляю огонь до минимального, у меня 3, и выставляю время варки 20 минут. Солю 1 чайная ложка с горкой, накрываю крышкой. На весах у меня миска, я обнулила тару и складываю туда уже очищенный перец. Таким образом я определю, сколько необходимо перца в неочищенном виде, чтобы в очищенном было полкилограмма. Оставшийся перец взвешиваю 300 грамм. Соответственно, 1 килограмм минус 300 грамм это 700 грамм. 700 грамм необходимо неочищенного перца. Далее перец нарезаю мелкими кубиками. Фасоль уже сварилась. Я ее вынимаю в миску. Можно также откинуть на дуршлаг. За 20 минут фасоль как раз прекрасно сварилась и не разварилась, она осталась целая, это важно. Нарезанный перец откладываю в тарелку и займусь морковкой. Ее мне нужно натереть на крупную терку. По рецепту необходим томатный сок 2,5 литра. Я взяла у мамы уже готовый, хотя можно сделать его самостоятельно, перекрутив томаты на мясорубке. Учитывая, что у меня 3-литровый бутылек 500 мл я отливаю, вот у меня остается 2,5 литра. Их я выливаю в кастрюлю, беру для этого рецепта большую 5-литровую кастрюлю. И ставлю на максимальный огонь 9, накрываю крышкой, довожу до кипения. Когда томатный сок уже закипел, помешиваю и выкладываю туда морковку. Жду, пока вся масса закипит. Перемешиваю, накрываю крышкой, убавляю огонь до минимального и выставляю варить на 20 минут. Параллельно стерилизую банки и кипячу крышки. По рецепту также идет 1 небольшой горький перец, который придаст необычную пикантность этой фасоли. Разрезаю на 2 части, вынимаю сердцевинку, тщательно удаляю все семена и нарезаю очень мелкими кубиками. Отмеряю остальные продукты: сахар, уксус, растительное масло, соль и перец красный и сладкий.
20 минут уже прошли. Добавляю сладкий перец, соль 1 столовую ложку без горки, 150 грамм сахара, 1 стакан олея, рафинированное, у меня подсолнечное масло рафинированное, уксус 180 грамм и добавляю горький красный перец. Массу довожу до кипения, перемешиваю, ставлю опять на маленький огонь, у меня троечка, на 10 минут. Теперь масса должна провариться 10 минут. После этого добавляю фасоль, перемешиваю, довожу до закипания, ставлю опять на маленький огонь и опять варю 10 минут. Все, мы уже приготовились к тому, чтобы разливать фасоль по баночкам. Этот рецепт просто великолепный. Попробуйте приготовить хотя бы один раз, и он вам обязательно понравится. Во-первых, с фасолью очень вкусный получается борщ, а во-вторых, это ведь самостоятельное готовое блюдо. Можно открыть баночку и, пожалуйста, фасоль можно есть как самостоятельно, так и добавлять к пюрешке, может быть, к каше. Фасоль считается природным источником легкоусвояемого растительного протеина и часто применяется в питании вегетарианцев, спортсменов, людей с ожирением. А также, когда пост, пожалуйста, великолепный прием пищи. Содержание белка в фасоли столько, сколько в хорошем куске мяса. Если фасоль красная, то у нее белков, знаете сколько? 21 грамм на 100 грамм. Это очень много. Если фасоль белая, в ней меньше белков, 2 грамма на 100 грамм. Разливаю по стерильным банкам, закрываю стерильными крышками, переворачиваю. Потом все баночки я укутаю и буду ждать, пока они полностью остынут. Потом уже можно их перемещать в кладовку. Общий выход получается 10 пол-литровых банок. У меня банки были и меньшего объема, поэтому у меня получилось 11 баночек. Если вам понравился этот рецепт, понравилось мое видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, я всегда рада общению с вами. Ну а следующее мое видео, как я и обещала, это будет рецепт засолки сала. Это будет рецепт моей мамы, и кроме того, этот рецепт будет делать именно моя мама, потому что когда я была у нее в гостях, как раз у нее было сало, она его засаливала, и я словила момент и записала видео. Этот рецепт вам очень понравится. Вот смотрите, фасоль для борща готова, сало в следующий раз мы с вами засолим, и как раз я плавно подхожу к тому, чтобы приготовить мой фирменный борщ. Но это уже будущее видео. Поэтому жду вас всех в гостях у себя на канале «Вкус 21 века». До новых вкусных рецептов, до новых встреч. Пока-пока.